проблема территориальных претензий – это очень опасная проблема для Кавказа. Кавказ – регион древний, и народы там перемещались многократно из одного региона в другой, менялись границы, и поэтому подход по принципу «вот это было нашим», с одной стороны, он справедлив, да? Вот, действительно было. Там, тот регион был, этот регион был. С другой стороны, каждый может сказать, что вот этот кусок земли был нашим. Главное найти время, да, в зависимости от того, по какой временной шкале вы это смотрите. Если вы смотрите 18 век, у вас одни границы, 20-й другие, тем более эти вот республики Чечня, Ингушетия, они подвергались репрессиям, там границы вообще исчезали. Это очень сложно. Но как только вот эти пограничные споры перейдут из политики в жизнь, то есть как только в это дело будут включены люди, вот сейчас президент один сказал, президент другой сказал, это уже проблема, но это пока только самое начало. Как только, как в свое время в пригородном районе, в это будут включены люди, то есть кто-то начнет на кого-то давить, это станет необратимым процессом, потому что даже если потом проблема будет решена так или иначе, она будет решена, память останется. Да? Чеченский и ингушский народ жили, в общем, довольно дружно многие годы. Заметьте, что в противостоянии в свое время ингуши поддерживали чеченцев абсолютно. И сейчас вот эта дружба, она появится страшным испытанием, потому что потом люди не будут помнить, что там было 200 лет назад, будут помнить, кто у кого пытался что забрать вчера. И помнить это будут снова сотни лет. Как сейчас можно у стариков на Кавказе спросить, а где тут были русские войска в 19 веке, они вам покажут позиции, да? Они это не помнят, но им дедушки рассказывают. Так будет и в этом случае. Это как рак, это болезнь, которая будет длиться долго и которую лечить будет очень трудно. С моей точки зрения, на Кавказе в первую очередь, но и везде, нужно провести мораторий на территориальные переделы. Да? Армения с Азербайджаном до сих пор не могут решить проблему, которая, в общем, проблемой не является. А здесь это война всех со всеми, потому что завтра выяснится, что у карачаевцев свое представление об их границах, послезавтра у балкарцев, тем больше там объективно тоже есть куча вопросов, где и кому что это должно принадлежать. И Кавказ запылает без всякой политики и без всякой внешней силы. Поэтому мне кажется, что конфликт должен быть сведен к нулю, причем с некой согласительной процедурой максимально быстро, пока в него не включилось население.